Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Вот мы с Татьяной сейчас записывали урок онлайн по массажу лица, по интервальному массажу лица по тейпам. Вот теперь можете его уже приобрести. Сейчас мы сделаем массаж спины, потому что Татьяна ходила сегодня на тренировку. Да, Тань? И что у тебя со спиной произошло, да? Да, это... Ноги накрываю, ножки так чуть-чуть в сторону, да, то это получается в сжатом состоянии, в каком-то нерасслабленном. И шапочку у нас уже подготовлена, осталось от массажа лица. Наша дырявая шапочка, которая очень удобна. Угу. Голову поднимаем, чтобы не было следов от шапочки, опускаем. Все, руки вдоль тела. Вот почему вдоль тела. Хотела по маслу вдоль тела, вот, и руки вдоль него. Масло хотела взять, но масло застыло кокосовое, где-то она стояла в холодном месте. В общем, буду я по гелю делать. Возьму гель для массажа. Для массажа лица. Что подходит для массажа лица, то подходит для массажа тела. Что подходит для массажа тела, не всегда подходит для массажа лица. Ну, точнее, почти никогда. Руки у меня прохладные, что-то прохладной водой помыла. Предупреждаю тоже клиента. Да, когда делаешь привычное и знакомое, всегда комфортно, всегда хорошо. А учиться чему-то новому всегда напряжение. И такой дискомфорт. А когда делаешь уже все выученное, ты расслабляешься. Расслабляет уже хорошо знакомое. Уже запрограммированное такое. Но все равно учиться новому нужно обязательно. Выходить из зоны комфорта. Таня, ты часто массаж делаешь спины? Вообще нет. Никогда или когда-то делала? Когда-то делала, ходила несколько раз на уши. Угу. Ну, а так нет, больше никак. Ну, такая легкая компрессия. И с оттягиванием мышц, я как понимаю, да? Ну, то есть вот так вот, и еще и оттягивание мышц. И определенное раскачивание тела, как на холистическом массаже, наверное. С помощью тела ты делаешь. Смотри, как у тебя кожа чувствительная, как лицо, так и тело. Тебе не больно? Нет, комфортно. Угу. Давно я не делала этих движений. Нет, а ты расслабься, я тебя подниму. Раньше их делала всегда. Но здесь вот палец страдает, и, конечно, здесь нужно большой упор для пальца. Можно вот костяшкой это делать. С одной стороны я приподниму. Расслабь прям руку. Угу. Здесь чувствительно может быть, да, вот здесь мышца. Щекотно. Щекотно? Угу. Так, ощущение. Приятно. Как будто расслабление какое-то, да? Руку вдоль. А ты тренируешься 2 раза в неделю, да? Стараюсь 3. Угу. Силовые плюс кардио. Да, ты говорила, я помню. На этой неделе первый раз. Все тренировки пропустила.
Мгм. Но главное же система, понимаешь, хоть если ты один раз сходил, это не значит, что ты плохой и должен бросить вообще тренироваться. На следующей неделе, наверное, 3 опять сходишь, да? Я планирую завтра, послезавтра сделать домашние тренировки перед работой. Мне кажется, это очень тяжело дома тренироваться. Легкие. Да, тяжело. Настроить себя тяжело. Дома, да, потому что дом это такое место, где ты должен отдыхать, расслабляться. Вот здесь вот чувствуете. Да, здесь и напряжение. Вот она мышца, я чувствую ее. А она и беспокоила или нет? Беспокоилась. Мгм. Да, дома настроиться тяжело. Хорошо помогает одеться в спортивную одежду, Мгм. включить видеоурок Мгм. и повторять это. Главное одеться в спортивную одежду. Да, Это тоже как такая подготовка. да. Кроссовки обязательно. Так проще. Мгм. Ну, для меня это нереально, конечно. Так готовиться. Не, можно, конечно, я когда-то занималась, но психологически это было настолько тяжело, что даже физически было намного легче, чем вот это вот вся подготовиться, там коврик, кроссовки, переодеться, сделать, настроиться. Это для меня то же самое, как поехать на отдых, куда-то отдыхать, и там, ну, не йога-тур или еще что-то, просто на отдых, поехать отдыхать, и там мне дадут лопату и скажут: так, сегодня ты 8 часов копаешь. Я приехала же на отдых, я же дома, дома надо расслабляться, отдыхать. Нет, делай тренировку. Но с другой стороны, это выход для тех, кто, ну, там нету времени. Там 20 минут доехать до фитнеса, ну или там не знаю сколько. Сейчас же везде все рядом тоже. Это удобно, быстро тренировочку сделать, Да. с резинками хорошо. Ну, как вариант, согласна. Здесь не больно? Вот действительно, да. Знаешь, я думаю, вот для поясницы здесь такой лордоз, прогиб достаточно сильный. Я могу тебе предложить одеялко сейчас положить. Сейчас у меня было где-то здесь одеялко, секунду. Я положила под кости таза такой плед, можно валик положить, для того, чтобы уменьшить поясничный лордоз. Я так делаю, но достаточно редко, в основном у тех, у кого есть какие-то проблемы с поясничным, с крестцовым отделом, какая-то боль, чтобы лучше мышцы промассировать. Что ты говорила, Тань? Мы участвовали с Димой в марафоне, Угу. просушка называлась. И мы каждый день тренировались 5 раз в неделю дома, Угу. после работы в 11 вечера. Это было тяжело. Ну, зато это развитие. Да, я так сильно похудела. А Дима? Он подкачался. Угу. Ну, вы же еще на питании определенном были. В основном белок и овощи, да? Да. Никаких фруктоз и сахара и глюкозы. Углеводы мы, конечно, употребляли обязательно. И нет, сахар где-то оставляли, где-то... Ну то есть такая лайтовая сушка. Да. Не прям, что прям, не спортсменская сушка такая. Здесь тебя беспокоило, да? Да. И с одной, и с другой стороны одинаково, да? Да, я прям вчера ходила, много ходила, и прям под вечер чувствую, что мне прям аж некомфортно наклоняться. Ну, видишь, что может, перетренировалась. Нет, я же не тренировалась как раз. Ну, значит, ты не тренировалась. В одно или в другое мастер попадет всегда. Вы перетренировались. Нет, я просто не тренировалась. Ну, значит, вы вообще не тренируетесь. Здесь можно фантазию мастера, да, опять же, применять, когда приходит и говорит: ой, у меня вот здесь вот болит, что это такое может быть? Причин может быть миллион, почему болит здесь. Ну, понятно, мышца там напряжена. Очень редко, когда говорят защемление нерва, это редко бывает, человек не встанет просто. А так в основном напряжена мышца. От чего она напряжена?
Может быть, от мыслей, от каких-то напряженных, а может от того, что там плоскостопие, а плоскостопие тоже от нашей головы. Вот, поэтому можно фантазировать. Ты не тренировалась. То есть ты, наверное, перетренировалась. Я вообще неделю не тренировалась. А, ну да, точно. Значит, это от того, что ты не тренировалась. По-любому. Да. Застоялась. Это как в психологии, да, то что-то, когда там клиент рассказывает на сессии, на психотерапевтической, вот у меня да, вот так вот происходит. Почему? Ну, значит, потому что вас не любили. Нет, меня очень любили. А, ну, значит, потому что вас перелюбили. Ну, то есть это даже не шутка, это так и есть, потому что есть какая-то дисфункция, дисгармония, да? Все должно быть гармонично. А все наши вот эти вот боли, все вот эти вот причины, боли душевные, физические, они всегда от дисгармонии. И либо ты супер перетренировалась, да, либо ты вообще не тренируешься. Да, поэтому это 100%. Так. Все должно быть гармонично. Слушай, ну у тебя может быть спина, если ты массаж никогда не делала или делала очень редко, может спина потом болеть. Не страшно. Как после тренировки такое ощущение может быть. Да. Ну, значит, буду сидеть завтра целый день на стульчике. Опять. Вот точно, может, от этого у меня? Я все время работала, а что работала? За компом? В кофейне, гостей было мало, да, за ноутбуком сидела, сгорбившись. Мгм. Ну, ты видишь, я сразу поняла, что вряд ли в нашей деревне вот такой бариста может быть. Я поняла, что это здесь нечисто. Ну, то есть очень коммуникативный и очень клиент-ориентированный. И это в Москве ты не всегда встретишь. Вот, а ты прям такая... Я вот сама по себе такая. Я когда работала просто в кофейне баристой, я тоже такая была. Ну, поэтому ты не стала просто баристой, у тебя теперь своя кофейня. А те, кто просто, он так и остался просто бариста. Ну, либо уходят, идут дальше. Ну да, либо ты формируешь в себе некие качества, которые тебя дальше как-то по жизни, да, несут и продвигают. Ну, либо они у тебя уже есть изначально, сформированные когда-то. Мой начальник, он меня забрал. Я не хотела уходить из бара, он меня забрал в управление. Я управляющей была. Угу. А потом вот одну из кофеин я купила. Ну, франчайзинг, да? Нет, мы вышли из франшизы. А, вышли. Да. Ну, правильно. Ну, как бы, зачем платить за то, что я уже отлично знаю? Угу, конечно. А у тебя как кофейня это называется? Экспресс. Экспресс. О, круто. Это некий стёб такой, Да. некий стёб, не, как многие говорят, знаете, сделайте мне экспрессо. Ага. Но это давно еще было, я слышала, сделайте мне экспрессо, не эспрессо, а До экспресс. сих пор спрашиваю. Да? Ну, у нас здесь такое может быть. Хоть и, да. Хотя здесь очень много ценителей, очень много, прям приходят, просят налить порцию эспрессов. У нас есть такие керамические кружечки, прям смакуют, спрашивают, там какое зерно. Какой обжарки. Да. А ты предлагаешь вам какой обжарки? Как мне предлагают некоторые, это как называется? Эквадор или еще что-то такое? Такое можно предложить, когда у тебя несколько кофемолок, ты не можешь загрузить одно зерно, там поменять это нужно. Да. Скинуть все зерно, смолоть, все, засыпать новое, настроить под него. Ну, то есть это потери большие. Если ты ставишь несколько кофемолок с разным зерном, там, да, можно готовить разные. Сколько одна кофемашина хорошая стоит? 1150, я думаю, да, вот такая профессиональная? 200. Угу. Это на сколько кружек сразу одновременно можно делать? 2, да? Ну, вот у меня 2 группы. И если я готовлю латте, такое она легкая, то 4 одновременно можно сделать. Если капучино, то 2. Угу. Понятно. То есть 2 человека могут работать с такой машиной. Ну, то есть 200 тысяч плюс аренда, плюс тра-ля-ля. Ну, 1500 надо, чтобы просто открыть вот такой. Побольше.
побольше. Миллиончик надо. Миллиончик надо, чтобы открыть кофейню. Да. Не, можно супер-супер дешево открыть. Нет, нам надо качественно. Миллион, да. Но сейчас такое прекрасное время, я помню, давным-давно никогда не давали кредитов, ничего этого не было. А сейчас такое прекрасное время, когда ты можешь просто прогрессировать, брать кредиты. Многие против этих кредитов, там, ипотек, но я только за. Потому что свои деньги можно потерять, банк закроется, и ты в убытке. У нас таких много было случаев. А когда ты берешь ипотеку, в принципе, ты в деньгах ничего не теряешь, потому что там процент, ну не супер большой, там 10%, да, или кредит какой-то там. Вот. Но ты хотя бы понимаешь, что ты должен, а не тебе должны, когда у тебя это лежат деньги на счете. Ну, то есть это опасно в нашей стране хранить где-то деньги. Мне так кажется. В нашей, да. Я скажу, что кто против нашей страны? У нас есть хорошие банки. Да не знаю. Я не очень доверяю. Помню, как все деньги всегда сгорали, там моих бабушек, дедушек. Все это обнулялось все время. Все эти пирамиды лопались, банки эти все. Вот поэтому можно взять кредит, открыть свою кофейню. Прогореть. Да, взять новый. И так далее, по кругу. Ведь это что же? Не факт, что у тебя пойдет. Не факт. Это все энергетика. Первый год вообще еще люди присматриваются. То есть не факт, что ты за год ее окупишь. Конечно. Все, друзья, мы заканчиваем. Берите кредиты, ипотеки, берите свои кофейни, не бойтесь ничего. Все-таки деньги – это всего лишь деньги. Хотя это энергия, но всего лишь деньги. Не бойтесь экспериментировать в своей жизни. Будьте чуть-чуть авантюристами, тогда все получится. Пока всем. Ставьте лайки. Хорошего дня.